Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Продолжаю серию небольших полезных видео по вязанию крючком. Если вы хотите посмотреть все уроки по вязанию крючком, переходите в плейлист подсказки или в описании под видео. В этом коротком видео покажу классный набор петель для вязания крючком, при котором получается красивый ровный край. Этот наборный ряд петель немножко растягивается, в отличие от цепочки из воздушных петель, и поэтому он не стягивает дальнейшее вязание. Также в этом видео покажу еще небольшую хитрость, при котором получается ровная боковая сторона. Смотрите, с правой стороны получился ровный боковой край, в то время как слева я вязала как обычно, завершая ряд столбиком без накида, и в начале нового ряда делала одну воздушную петлю. Здесь вот получается как ступеньки с боковой стороны, но если вязать немножко по-другому столбики, то получается красивая боковая сторона. Начинаю урок с набора петель. И вначале необходимо сделать, как обычно, начальную петлю. Здесь оставляем небольшой хвостик, выполняем начальную петлю. Далее вторую петлю делаем, накидываем вот этот вот кончик нити на крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем первую петлю. Далее вторую петлю провязываем так. Вначале вводим крючок вот в первую петлю, захватываем рабочую нить и провязываем уже вторую петлю. И так повторяем. Вводим крючок в предыдущую петлю, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли с крючка. И получается вот такой вот интересный набор петель в виде косички. Кстати, таким способом часто выполняют шнурки. То есть, если вам нужно связать красивый тонкий шнурок, то можете использовать такой способ набора петель. Выполняется он очень просто, но учтите, что вы должны набрать двойное количество петель. Если вы, допустим, будете дальше вязать узор из 10 столбиков без накида, то вам необходимо набрать 20 таких петель в начальном ряду. Итак, считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Еще 2 петли набираю. И получается вот такая вот косичка, колосок. Далее по вот этой косичке начинаю вязать первый ряд. Как обычно, делаю одну воздушную петлю. И теперь смотрите, вводим крючок, ориентируемся не по верхним полупетелькам, а по центру петелек. Видите, вот она, последняя петелька. Вводим крючок, и получается, мы вводим крючок за 2 полупетли и провязываем первый столбик без накида. Далее вводим крючок, отсчитываем вот вторая середина петельки наборного ряда и в следующую, то есть мы одну серединку пропускаем, вот она, и следующую, то есть через петельку вводим крючок в центр, и смотрите, заводим крючок за 2 полупетельки и провязываем столбик без накида. Если мы в каждую серединку будем вводить крючок, то у нас будет слишком много столбиков, и получается, что первый ряд будет шире, чем наборный ряд. Пропускаем серединку, во вторую серединку вводим крючок за 2 полупетельки и провязываем столбик без накида, третий. И так вяжем по наборному ряду петелек. Получается, мне необходимо провязать 10 столбиков без накида. Итак, я заканчиваю первый ряд, и я провязала сейчас уже 9 столбиков. Смотрите, у меня еще остался вот такой длинный хвостик и осталось 2 петельки. Теперь здесь получается, я
ввожу крючок, вот пропускаю серединку, во вторую серединку ввожу крючок за 2 полупетельки, вытягиваю петлю и теперь в самую крайнюю петельку в серединку ввожу крючок и провязываю, получается, все петли с крючка. И получается, что я связала 10 столбиков. Далее начинаю новый ряд, 1 воздушная петля, и теперь провязываю 10 столбиков, второй ряд в обратном направлении. Первый ряд у нас был как лицевой ряд, и второй ряд, получается, идет у нас по изнанке. И сейчас я буду показывать, как выполнять ровную кромку по боковой стороне. Смотрите, как обычно довязываем столбики до конца ряда, и при вязании бокового столбика вводим крючок не как обычно вот за 2 полупетельки, а вводим крючок за 2 полупетельки, и смотрите, вот она вот идет ниточка, которая как перемычка, и вводим крючок еще за эту ниточку. То есть мы должны провязать последний столбик, вот вводя крючок за 3 ниточки. Вот последний столбик провязали, поворачиваем вязание, 1 воздушная петля, и как обычно вяжем столбики третьего ряда уже по лицевой стороне до края. И последний столбик необходимо провязать точно так же. Итак, заканчиваю вязать третий ряд и последний столбик без накида. Ввожу крючок за 2 полупетельки и еще за боковую ниточку, которая идет из перемычки. Вот она, можно ее подцепить более тонким крючком, но вы должны провязать вот последний столбик именно вот за 3 ниточки. Поворачиваем вязание, 1 воздушная петля и вновь вяжу столбики без накида. Сейчас провяжу на небольшую высоту и покажу, как смотрится кромка. Итак, дорогие рукодельницы, я связала небольшой квадратик с красивым наборным рядом и ровным боковым краем. Если вам понравилось это видео и вы хотите больше видеть полезных уроков, не забудьте поставить лайк и пишите, пожалуйста, комментарии. Спасибо за внимание.